Всем привет! Проснулись, улыбнулись. Сегодня у меня настал такой день, когда я отказываюсь от курилок, от никотина, вообще от всего прочего. Просто уже настолько достал это. Ну, хотя сейчас последнюю куплю только и все, и на этом закончу. Не, на самом деле это как последняя сигарета. Вот, ну, кто курил сигареты, тот понимает. Вот, но в целом я уже просто, ну, надоело этот обыденный алгоритм, когда одно и то же постоянно. Это как вот ложишься спать, вот с утра такой сам себе говоришь: нет, все, я брошу курить. Мгм. Утром просыпаешься, да блин, где эта курилка? И все, и пошло-поехало заново все. Ну, в общем, настал тот день, когда на самом деле я кардинально меняю свою жизнь, отказываюсь от никотина, отказываюсь от алкоголя. Ну, это, в принципе, то же самое, когда был православный пост, когда нельзя было ничего употреблять, но хотя я там никотин также употреблял. Вот, но не суть. Самое важное – это решение для себя и вообще в целом, чтобы, ну, блин, пора завязывать, все, пора. Так что, если тебе это попалось, это видео, давай вместе начинать бросать курить просто. Да, и плюсом давненько нас не было на ютубе. Все дело то, что мы удаленно работаем сейчас очень плотно. У меня много курсов, которые я изучаю. Маша там вообще, она вплоть до вечера она сидит, просто работает. Даже в 11 часов комп. Ей даже сотрудники уже говорят, то, чтобы я убирал у нее комп куда-нибудь вообще в другую комнату. Но Маша очень любит работать, и она вообще трудоголик, в общем-то. В целом, сейчас все автоматизировалось. Но как раз плюсом то, что меня подтолкнуло на то, чтобы бросить курить, это как день сурка. Просто ты просыпаешься, у тебя курилка, ты идешь на улицу, у тебя курилка. Ну, в общем, и ты постоянно, тебе нужно потребление вот этого никотина. Просто уже действительно достало. Вот, да и в целом надо заняться своим здоровьем. Плюсом просто у кого возраст, тот, наверное, понимает то, что... Хотя я вот недавно сегодня такое услышал, то, что у кого-то дедушка курит всю жизнь, и ему 80 лет или 81, я уже не помню. Так что, Аня, если что, извини, забыл. Как раз это тоже коллега у Маши. Причем девчонки на Машиной работе очень сильно меня поддерживают. Я сейчас ставлю вот это видео. Даже девочки у Маши на работе меня очень сильно поддерживают в моем стремлении бросить курить. Да, девочки? Нравишься, поверим. Да, Кость, ты обязательно бросишь курить. Спасибо, спасибо. У меня все получится? Конечно. О, кстати, вот эта девочка, вот Ксения, она не курит. Молодец, Ксюша. Она бросила. Да. И причем бросила электронки, так что это не так уж и сложно, я так думаю. Но время покажет. Все, девочки, пока-пока, всем скажите. Пока-пока. Пока-пока. Да не, бросить курить очень сложно. Я не представляю, как это можно сделать. Это малое количество людей, которые справляются с этим. У меня подруга бросила, а потом спустя пару месяцев опять начала. У меня спустя месяц закурила подруга, поэтому это очень сложно. Тем более на нас будет смотреть. Так они верят в меня, короче, на самом деле. Вообще не верят в меня. В общем-то, надо бросать курить. Курение и алкоголь, оно до добра не доводит. Ну как, в принципе-то оно и не в больших количествах только вредит. Так-то нас фиг пробьешь на такие вещи, что типа нет, я сейчас брошу. Ну, конечно, я пытался бросить уже очень-очень много времени. Ну, вот, в принципе... кстати, я курил сигареты очень долгое время. Пробовал тоже много всяких там спреев, не спреев. Но мне помогли таблетки, не буду, но они всем известные, в общем-то. В общем, все, я бросил курить, и у меня, ну, даже отвращение сейчас к
к табачному дыму. То есть я сигарет, ну, кто, если идет рядом кто-то или стоит с сигаретой, я не могу вообще, ну, не переношу. Но, как я только бросил сигареты, в организме никотина-то не хватает. Хоть он у нас и вырабатывает там в больших количествах. Сам организм у нас вырабатывает никотин. Но те, кто курят, они просто ведрами в него, ну, в организм свой, вот этот же никотин вливают. Вот, и потом перешел на кальяны. Кальяны также долго курил. Потом мы начали ездить очень часто, и не везде нормальные кальяны делали, и там пришлось, ну, в общем, пересел на курилки, потому что, как я говорю, никотин, организм требует никотин. Вот. Ну, в целом, все, уже пришло понимание, что пора бы и с курилками бросить. И я не знаю, мне, конечно, очень Машу жалко, потому что вот эти нервные срывы будут, ну, нервы. Когда будут нервы, мне просто придется уходить из дома, чтобы Маше не прилетало ничего. Но, надеюсь, все нормально будет. Все, а я себе последнюю курилку беру и все, и бросаю просто курить. Да. Все, в общем, взял последнюю себе курилку. Сегодня 20 июня. Там говорят продержаться 21 день, главное, ну. Ох, и во что я ввязываюсь, конечно. Но, в принципе, я провожу, грубо говоря, над собой вот такой эксперимент. Просто на что способен. Действительно отказаться от всего, от никотина, от алкоголя. Ну, алкоголь-то ладно, пофиг на него. Вот с никотином куда посложнее. Просто я сам по себе знаю, это не так-то и вообще легко и просто. Это так на словах, типа, да, бросишь. Ну, в общем, я думаю, я по-любому справлюсь. Так что, если кто тоже пытался или пытается бросить, вот, можете там поставить себе опять с понедельника. Начну, как обычно, все делать с понедельника. Да, еще раз повторюсь, если случайно попалось это видео, то вот тебе знак. Надо бросать курить. Просто попробовать. На самом-то деле, ну, типа, ну, не покуришь ты там месяц, 2, 3, год. Ничего вроде и не изменится. Но вернуться всегда не поздно. Там то же самое, как и к алкоголю, так и к никотину, к этим там сигаретам. Что курит, в общем, неважно. Просто такой мини-эксперимент над собой. В общем-то, вот такой мини-ролик. Да, не было на ютубе очень долго, но сейчас все начинает стабилизироваться, начинается совершенно все по-другому. Но плюс я для этого и, в принципе, и бросаю тоже курить, чтобы посмотреть, как вообще, ну, другая жизнь будет. Без этой вот ломки постоянной, никотиновой. Просто проверить себя, свой организм. Да и в целом, как вообще дела будут обстоять. Просто самому интересно, вот, как в работе, ну, как это повлияет на саму работу. То есть ты максимально сфокусирован будешь, максимально собран, вот, у тебя не будет никаких отвлеканий на какие-то, ну, такие вот мелочи, то же самое, вот этот никотин. Тебе постоянно нужно. Так, блин, еще плюсом, сколько это все стоит сейчас, это просто космические какие-то деньги. Больше, мне кажется, денег жалко уже становится. Кстати, нужно потом к ребятам зайти. Они на Витошке. У них магазин как раз вот этих вот курилок. Я там как постоянник. Ну, постоянный клиент, они уже знают. Я подхожу, они говорят 3. Ну, 3 штучки, да, 3. Вот. Я им много раз уже говорил: ребята, я хочу бросить курить. Я не могу. И такие: до виждания. Ну, это типа, это до встречи называется. Ну, переводится. Я только не говорите мне до встречи больше никогда. Они такие смеются тоже. Ну, в общем, зайду к ним, обрадую их, то, что я бросил курить. Ну, для них-то это, конечно, не радость, потому что они терять деньги будут. Но, в общем-то, вот так вот. Все, спасибо всем за просмотр. Держите за меня, пожалуйста, кулачки. Я надеюсь, я справлюсь с этим.
Я пока сам себе, конечно, не верю в этом плане, но надежда есть. На самом деле, если собрался, то нужно до конца идти. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.